Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Айбек Касымов, и мое следующее видео о запуске биореактора. Сегодня я хочу вам показать на доске несколько видов биореактора, какие у нас сейчас в данный момент делаются, точнее, какие у нас народ делает, и загрузка-выгрузка биореактора. Будет очень ценная информация, советую посмотреть видео до конца. Лучше сразу возьмите ручку и карандаш с собой, чтобы сразу записывать какие детали. И советую это видео посмотреть не один раз, а несколько раз. Потому что когда человек, есть метод образования, когда вы смотрите видео или читаете, или обучаетесь, вы получаете только информацию 5-10%. Ну а когда вы это повторение идете, вы уже лучше, более детально начинаете понимать. К примеру я вам скажу. Все видели фильм «Титаник». Когда вы первый раз смотрите «Титаник», вы смотрите, как вот эти два влюбленных человека ходят друг друга и любят друг друга. Когда вы смотрите этот «Титаник» уже второй раз, вы начинаете уже не на них смотреть, а смотреть, какая там мебель, какая там аксессуар, вот это все, какой там корабль и все такое. А когда вы начинаете смотреть уже этот «Титаник» фильм третий раз, вы уже начинаете видеть ляпы. То есть вы начинаете все глубже и глубже смотреть. Поэтому советую это видео посмотреть вам не один раз, а несколько раз, чтобы понять смысл тех слов, которые я вам сейчас расскажу. Смотрите, у нас стандартные установки, которые у нас народ делают все, и в России, и в Узбекистане, и в Таджикистане, везде. В СНГ даже вот эти видео смотрят в других странах, тоже на английском пишут. Обычная установка как? И она то ли квадратная, то ли круглая. И делают загрузку-выгрузку. Один раз загрузка, вот тут выгрузка. А теперь, бывают такие ошибки, что у них после того, как они делают бетонную установку, телефон зазвенел, делают установку, у них нету уровня. Да, где-то начинают думать, вот сейчас буду загружать и выгружать. Смотрите. Вот ваш реактор, хоть он будет круглый, хоть он будет квадратный, не имеет значения, у вас должно быть загружаться 70%, не более 70%. То есть, вот, то есть 30% тут и 70% ваш субстрат уже. Почему это так сделано? Потому что вот в этом месте у нас начинает он обогреваться, вы начинаете обогревать ваш субстрат, после обогрева он начинает испаряться. То есть проходит в испарении. В испарении вот тут, вот 30% в объеме, вот в этом объеме уже начинается выделяться метановые бактерии. Поэтому обязательно объем должен быть обязательно. Он не должен быть чуть меньше, он не должен быть чуть больше. Я вам советую но если 5-10% туда плюс-минус, это ничего, но это все, что я вам рассказываю, это все сделано из опыта, из книг, которые я прочитал, около 3-4 книг про этих биогаз-установок. Точно так же меня обучил мой наставник. И, окей, как определить нам вот эту часть, чтобы мы загрузку, выгрузку? Первое, как я вам сказал, способ загрузки – это наружная загрузка, то есть наружные трубы. Это трубы могут быть металлические, пластиковые, или же можно сделать из глины или бетона, разницы не имеет. Например, скажем, у вас тут загрузка, да? Загрузка, она должна быть, разницы не имеет. Ну, хотя бы делайте минимум 200-ю. 300 это будет вообще классная, большая труба, 300, если вот в этом виде. А теперь выгрузка, как она должна быть? Ваша выгрузка должна быть, вот, например, скажем, вот эта у вас установка, она там 10 метров, да? Ну, там 10-кубовая или 10 метров. То есть, получается, 7 метров это 70% от установки. Поэтому у вас при 70% у вас должен быть слив. То есть, вот эта труба, она не должна быть. Вот. Она вот так. Почему? Потому что, когда вы загружаете субстрат, то у вас сразу же, по вот этом уровне он будет сливаться. Он не будет более 70%. Но если какие-то запоры будут, возможно, он до 80% поднимется. Но эти запоры при давлении, хотите не хотите, они вытаскивают вот этот весь субстрат, и у вас более 70% он не будет набираться. Естественно, будет выделение газа лучше. Некоторые думают, а когда я буду загружать метан, он будет у меня метан выскакивать или выделяться. Вот, поэтому вот тут метан выделяется, и за счет этого у вас не идет утечка газа. Загружайте, выгружайте. Это один из способов биореактора установки. Есть еще второй способ. Их очень много. Я очень много прочитал. Сейчас я вам тоже объясню, нарисую, покажу.
Так, смотрите, вот тоже реактор. У меня уже немного карандаш плохо пишет, но думаю, это видно вам. Вот это ваш реактор. Второй тип загрузки. Это уже загружается. Вот, например, при первом виде, вы как видели, если это все в землю, это все в земле, это как бы тепло удерживается, заморозков не происходит. Но я же показывал тут сейчас. Если в наружный, это как получается, в основном это наружный, но это все делаете в земле. Утечки, то есть заморозка вашего субстрата не получается. Но если у вас наружный субстрат, этот способ наружный. Например, в наружном вы делаете так. Вот труба. Та самая 300 или 200 труба заходит вовнутрь и уже вовнутри отпускается. Тут примерно между... Я вам советую вот это место, вот, обратите внимание, покажи вот это место крупным. Вот, видите, труба должна быть наискосок. Почему наискосок? Когда вы загружаете, он должен вытаскивать. У нас вот в этих местах были запоры. Поэтому при вот в этом способе я вам советую сразу до загрузки субстрата вот сюда воткнуть пластиковый шланг, пластиковую трубу, которая подключена к компрессору. При запоре вы просто включаете биогаз, он как бы биогазом вот это все под давлением все запор убирает. У нас были запоры вот от пола, нижнего пола примерно 10-15 сантиметров. И точно так же, как и в прошлый раз я вам рассказал, у вас тут должно быть точно такая же выгрузка, но уже на 70%, как я говорил. Тут тоже вот точно. Вот так. Карандаш, вот видите. То есть при загрузке, как я вам говорил, вот в этом, при получении поднимания давления, если тут не будет запора, то у вас получается просто начинает из трубы это все как бы жиже вытекать. Запоры бывает, учтите все время, поэтому 15 до 20 сантиметров я вам советую поднимать, не меньше 10 сантиметров не делайте, потому что тут еще есть как бы жидкий, ну как шлам остается, вот этот шлам, он делает запор вот все время, поэтому 20 сантиметров ваш как бы шлам не будет закрывать ваш. 70%, как говорю, все время тут 30%, это способ. Хорошо, его же точно так же можно сделать в земле, это тоже обалденно. Почему? Потому что у вас нет способа как бы заморозки трубы. Труба тоже вовнутри. Ну, тут ребята есть иногда так приколами шутят. Наверное, его видно, да? Хорошо. А теперь, если это над землей, как ее загружать? Я вам сейчас объясню, вот вообще обалденная штука, я вам объясню. Вот эту трубу вы, естественно, вы делаете вот, ну, как бы так слив или просто, ну, тут хотите вот так сделайте слив. Слив в яму уже, вашу яму. Уже это биогумус, отдельная тема про биогумус, тоже на канале есть видео, советую его тоже посмотреть несколько раз. Хорошо, как мы можем загружать эту установку, если у нас она стоит над землей? Вот у нас, например, скажем, у нас есть яма. Да? Мы в эту яму загружаем весь нас этот субстрат, то есть жидкий навоз. Как его смешивать? Смешивать тоже есть такие способы. Есть фекальные насосы. Как вы знаете, фекальные специальные насосы. Этими насосами можно это все перемешивать. То есть насосом берете и опять на нее скидываете. Сделайте перемешивание. Следующий способ. Сейчас я вот тут я сделайте. Вот. Ну, вы поняли, это тут уже... есть еще, у меня видео показано, биогаз в коканде. Вот тут мы такую штуку делали. Сейчас, дай мне этот, я стиру. Чуть-чуть близко нарисовал. Нет, все просто... Смотрите, как делается у нас загрузка. Труба, она идет до низа. Тут как бы делаете большую бочку. Не бочку, а трубу. Трубу берете, я вам советую, чем больше эта труба, тем лучше. Трубу берете, это должна быть обязательно труба, не емкость, не какая-то там 200-литровая бочка. Бочку вашу разорвет. Поэтому она должна быть труба толщиной хотя бы 7-8 мм толщиной. Чем толще, тем лучше. В две стороны делаете заглушки. Сваривайте с профессиональным сварщиком, делайте так, чтобы она не разорвало, потому что тут будет какое-то давление. Вот эта труба, она идет до низа. Вы поняли, да? Вот. Это уже внутри. Вот это все место тоже приваривайте, сваривайте. Следующее. У нас идет место загрузки. Вот место загрузки. Вот тут устанавливаете краник. Краник такой, чтобы открыл и закрыл.
Есть сотые краники, на сотку можно установить, или 150 тоже будет, то есть 150 труба тоже будет, обалденно. То есть вы одним махом открываете, одним махом закрываете, не задвижку. Задвижка это очень долго, поэтому одним махом закрываете, одним махом открываете. А вот тут уже ваша яма. Вот, например, ваша та самая, или тут выше делается, в основном вот так у нас делается. Вот эту трубу можно еще глубже. Я сейчас вот показываю, еще глубже устанавливаете и все. Она вот, например, вот тут она будет. Сейчас, извиняюсь за то, что я не художник такой сильно. Вы, как бы, я как говорил, смешиваете ваш субстрат, то есть смешиваете водой, даете влажность там 85-90% влажности в зависимости от погоды. Если, например, зимой даете влажность более там, 75%, летом более жиже. Загружаете. Это все, открываете ваш кралик, это все выгружается в ваш бункер, загрузочный еще бункер. В загрузочный бункер это все накапливается. После, вот в этом месте у вас должен быть еще один краник стоять. Этот краник, он должен был подключен к ресерверу. Что такое ресервер? Это уже газ, который выделяется от чистый биогаз. Вот от этого ресервера, и там еще на потребление, на что-то, вот между, вот сейчас вот покажу. Вот. Представьте, что тут компрессор, вот у вас тут компрессор, вот биогаз, через компрессор проходит ваш ресервер. В ресервере у вас примерно, думаю, хотя бы 15 атмосфер давления будет. Более 15 атмосфер не советую, потому что это слишком очень опасно, но в основном в быту разрешается использовать 3 атмосферные давления, то есть 3 атмосферы. Более 3 не запрещается использовать, вообще в технических этих запрещается. 3 атмосферы тоже вот так хватит вам, понимаете, это очень много. Вот. Вы подключаете к ресерверу. Когда вы заполните весь ваш субстрат, то есть вас загрузочный бункер загрузили, закрывайте ваш краник, после уже открывайте давление. При давлении ваш, как бы, вот это все, что внутри, она начинается поднимать по трубе и уже загружаться при использовании давления. И вот это место, она как бы отпускается. Да, уже как бы это будет слышно уже звуком бульки, когда пробулькивание будет уже воздух, значит, понимаете, закрываете и все. Какая-то часть биогаза, да, уходит. Какие-то расходы уходят. Но понимаете, это вот этот метод, это самый дешевый, самый классный, самый удобный вариант загрузки реактора биогазовой установки, который стоит над землей. Самый удобный, понимаете, мы до этого использовали всякие, мы пробовали насосом загружать, фекальным насосом загружать. Это очень долго, очень долго, очень много времени. Как бы человек, чтобы загрузить там 300 килограмм, он очень долго ждет, пока это все загрузится. Плюс очень большие запоры. При вот в этом использовании установки у вас запоры практически не бывает. Даже если вот это вот использовать, вам вот эта труба не нужна. Вот этот запорный, я говорил, она не нужна. Потому что вот это давление, запор весь убьет. А вот тут уже, как я вам говорил, выделяется тот самый субстрат лишний, который не нужен. Это второй способ биогазовой установки, который делают над землей. Также есть еще один способ, которым я сам делал, это все изучал. Вы можете это все установки мы делали, посмотреть на нашем канале Биогаз Узбекистан, посмотрите. Да, там я не описываю, но там уже показывается. На фотографии вот это все есть. Сейчас я вам третью установку покажу. Это все 3 вида установки, которые я сам делал и как бы сам через свою эту шкуру пронес и знаю, как это все работает. Третья установка тоже. Мы делали биогаз Узбекистан в Ташкенте. Посмотрите видео. Вагон 60 тонн. 60 тонн вагона. Тут точно так же загружается, она над землей делалась. Над землей. Как мы загружали и выгружали? Мы впереди вагона ставили две как бы краника. Краники уже задвижки, 2 задвижки. Вот с передней стороны, я вам покажу, вот, например, вагон с передней стороны. И вот тут у нас как бы 2 трубы и 2 задвижки. Вот. Одна задвижка, чтобы загружать. А вторая задвижка, чтобы выгружать. Как мы загружаем и выгружаем в этот момент? В этот момент, смотрите, вот эта первая труба, она выходит вот отсюда. Это загружается. А теперь вторая труба, выгрузка, она у вас вот тут, например, скажем, находится. Она у вас идти должна вот отсюда. Вот.
То есть, когда вы загружаете, у вас вот тут смешивается все, весь субстрат, а когда выгружаете, он сзади этот все субстрат забирает. Выгрузка это очень обычно, это очень легко, просто открываете краник, и она как бы своим давлением, ну тут 60 тонн у нас навоза было, то в вашем случае это будет 10 или там 15 тонн, как бы своим давлением она сама как бы вытекется. Опа, Ахмед Керевес. Самсушку принесли, у нас в офисе иногда приходят тети, приносят всякие для обеда. У нас как бы обеденный перерыв, сейчас после этого будет обед. Выгружаем, то есть она сама своим давлением выгружается. Загружается, как говорю, этим способом. Хорошо, как это все загружается, как это выгружается? Например, вот сюда, на краник, мы уже ставили, как я до этого говорил, фекальный насос. Тут фекальный насос у нас, а насос находится у нас в яме. Нашей в яме, где это все смешивается. И этим же насосом мы смешиваем субстрат. Мы делаем как? Вот тут у нас краник стоит, мы краником закрываем. Тут у нас еще стоит, вот, например, насос, вот точно так же. И вот так. Вот, то есть мы тут тоже краник. Мы этот краник закрываем, этот краник открываем, и у нас насос начинает всю эту жижу брать отсюда и опять же в саму же яму опять выкидывать. За счет этого у нас получается смешивание субстрата. После смешивания субстрата мы закрываем этот краник, открываем этот краник и открываем задвижку. В это время, когда открываете задвижку, у вас должен быть включен насос. Насос должен быть мощный, хороший. Почему? Потому что вы понимаете, что вот тут очень много тонн на этот. Или же, если вы боитесь, чтобы тут, вы можете его, например, использовать вот так. При давлении он может обратный счет идти. Это тоже учить, потому что давление все время вниз, как бы забыл, как на русском называется, давит все время вниз. За счет этого он может быть обратный отсчет. Чтобы не было обратного отсчета, у вас должен быть мощный насос. Или же, если хотите более слабый насос использовать, то я вам советую вот эту трубу уже ставить сверху. Это будет нам насосу немного нагрузки, но это будет уже более удобно, потому что у вас вот тут 70%, у вас вот так будет загружать, это более удобно. Загружайте, там, например, частично загрузили, частично выгрузили. Загружаем частями. Не все сразу, а частями. Все время, я вам советую все время вашу загрузку не загружать сразу. Например, у вас там в вашей установке пропускная способность там 1 тонна в сутки, да? Вы должны ежедневно 1 тонну в сутки загружать и выгружать. Я вам не советую сразу эту 1 тонну загружать. Когда вы сразу 1 тонну загружаете, у вас начинается резкий спад температуры, потому что вы же с холодной водой это все смешиваете и загружаете, а там внутри это у нас 38 градусов температуры. Идет резкий спад температуры. Поэтому при загрузке вы должны 1 тонну разделить на 3 части и загружать 300 тонн при большом объеме, это небольшая. Это все зависит от вашего реактора. Например, если у вас там вот 60 тонн мы загружали ежедневно по 4 тонны. То есть частями по 1 тонне. У нас 60 тонн установки примерно там около 40-45 тонн навоза было. То есть 45 тонн жижи. И вот эта установка у нас рассчитывалась на примерно 150, ну минимум 120, от 120 до 170-180 кубов газа в сутки выделения. Это все зависит еще от сырья. Это были установки, биогазовые установки разных типов загрузки. Кроме этого, вы, наверное, тоже многие у вас вот этот способ есть, многие этот способ используют. Вы начинаете там, вот, например, вот это ваша земля, ну, горизонт вашей земли. Вы копаете яму, делаете это все в яме, загружаете тут, потом ставите тут бочку, которая будет, и загружаете вот этот бункер. Тут уже делаете какую-то там еще одну большую яму и на 70% выгрузку. Вот так. И вот тут вот уже получается как бы субстрат. Вот в этом способе мы это пробовали, и у нас были проблемы, я говорю, с запорами. Очень тяжело. Вот в этом месте надо все время использовать какую-то палочку, чтобы продвигать вот этот навоз. Вот тут вот шлак, он вот тут накапливается и идет запоры. Если у вас более жидкий навоз, он каким-то способом, да, будет продвигаться. Но хотите, не хотите, в вашей установке будет шлак выделяться, и этот шлак, он будет все время мешать при загрузке.
Это очень как бы трудоемкий, поэтому, когда вы делаете вот такую установку, очень многие такую установку делают, советую вот этот сразу учитывать, что у вас будет запор. Сразу запор учитывать. И что-то делайте такое, чтобы этот запор иногда времени от времени выталкивать. С вами я был Айбек Касымов. Пишите комментарии, какие-то вопросы. Я это все рассказал. Исходя из своего опыта, да, какие-то у меня, может, ошибки я неправильно объяснил, какие-то места я, может, неправильно сказал. Пишите вот эти комментарии, я, возможно, еще какие-то видео сделаю для вас. Еще, если у вас тоже есть установка, у вас есть биогаз-установка, у меня есть специальный бот, я этот бот оставлю в описании, вы можете в этот бот обратиться, если какие-то вопросы будут, напишите мне, я вам отпишу через бот. Телефонный номер, свои контакты, извиняюсь, я не могу дать, потому что у меня есть свои личные бизнесы, очень много бизнесов. У меня даже, если честно, на мои телефонные номера отвечают 3 ассистента. Я 3 людям оплачиваю деньги, чтобы они отвечали на те смс, которые ко мне приходят. Поэтому есть специальный бот. На этот бот я отвечаю только по вопросу по биогазовым установкам. Также, если у вас есть какая-то установка, пожалуйста, пришлите мне это ваше видео. Я это видео сделаю обзор, ваше видео сделаю обзор и расскажу, какие-то там ошибки есть. И это обязательно учтите, что это видео выложено на этот канал. И расскажу про ваши ошибки, где были ошибки допущены, где были ошибки не сделаны, на основе тех моих знаний, которые я знаю. С вами я был Айбек Касымов. Пишите комментарии. Спасибо.